Корейский амук. Рыбные палочки. Начинаем с приготовления морепродуктов. Итак, креветки нам потребуется в объеме 125 грамм. У меня маленькие креветки размороженные. Если будете покупать большие креветки, то в том же соотношении. Итак, креветки, они трудно перемалываются в блендере и чаще всего остаются неперемолотыми. Поэтому лучше всего вот таким вот образом креветки расплющить ножом. Маленькие, конечно, гораздо сложнее, но с большими у вас в этом плане проблем не будет. И затем вот эту всю расплющенную массу еще немного вот так вот проработать ножом. Креветки, кстати, обеспечивают в данном блюде такой очень приятный, такой жевательный момент. После того, как мы заготовили креветки, мы приступаем к рыбе. Вообще идеальная пропорция для данного блюда, чтобы рыба составляла 1/2 общей массы, а креветки и кальмар 1/4. То есть креветки 1/4 и кальмар 1/4. У меня же в данном случае рыба хек. Но лучше всего использовать минтай или треску, потому что рыба должна быть с белым филе и она должна быть как можно менее жирная. Я не смогла приобрести ни минтай, ни треску, вот использую хек. В Корее же используют минтай. Конечно же, должно быть филе без костей, без кожи. И мы все это вместе перемалываем теперь в блендере. Масса лучше всего перемалывать в блендере хотя бы на протяжении 2 минут. Все должно быть очень хорошо перемолото, и масса должна быть однородной и даже такой немного, как бы сказать, кремовидной. Далее мы заготавливаем овощи. Вообще овощи добавлять не обязательно. Если добавляете, то 1/4 луковицы, 1 зеленый перец чили и 1/3 моркови на приведенные пропорции. И лук можно либо пропустить в блендере вместе с морепродуктами, либо же вот таким образом его, собственно говоря, измельчить. Морковь мы должны с вами будем тоже измельчить, и проще всего сначала нарезать ее тонкой соломкой и затем уже на маленькие кубики. И зеленый перец чили мы разрезаем напополам, затем вычищаем его изнутри от семян и от белой прожилки, и затем нарезаем мелкими кусками и мелкие куски в свою очередь измельчаем. Как я сказала, овощи класть не обязательно, но за счет них он получается такой красивый амук внутри и разноцветный, но тут уже дело вашего выбора. Далее, возвращаемся к морепродуктам. В перемолотые морепродукты мы добавляем 1 яйцо и перемешиваем. Яйцо можно было, кстати, добавить и в процессе самой перемолки в блендере. Но я добавляю яйцо сейчас и вот так вот вручную все перемешиваю. Далее мы должны добавить муку, на данной пропорции пол-стакана муки. Для чего нужна мука? Для клейкости массы. Вообще пропорция муки и крахмала, мы будем еще добавлять крахмал, это мука 1 к 2. Мука 1, крахмал 2. И теперь крахмал. Вы можете использовать как картофельный, так и кукурузный крахмал. Добавляем 1 стакан. И все хорошо перемешиваем. Вообще очень многие стремятся при приготовлении амука именно к белому ярко выраженному цвету. Но мы добавляем овощи, лук, морковь и зеленый перец чили. Кстати, если вы готовите для детей или просто не любите острый, то можете либо убрать чили, либо заменить его на зеленый лук. Все хорошо перемешиваем и добавляем соль, 1 чайную ложку, и сахар, 1 чайная ложка, и также черный молотый перец, пол чайной ложки. Если стремитесь к белому цвету данного блюда, то тогда добавляйте не черный молотый перец, а белый молотый перец, или вообще просто пропустите этот момент. Далее соевый соус, 1 чайная ложка. Если стремитесь к белому цвету, пропускайте соевый соус. И кунжутное или растительное масло, 1 чайная ложка. Если стремитесь к белому цвету, можно добавить масло виноградных косточек или просто пропустить. Все хорошо перемешиваем и проверяем плотность массы. Как я говорила, она должна быть клейкая, то есть когда вы ее вот так вот поднимаете, она должна с трудом спадать с ложки. Тогда все отлично.
И можно приступать к приготовлению. Мы нагреваем пол-литра растительного масла, этого должно хватить. И первый способ. Для первого способа мы должны взять перчатку, намазать ее растительным маслом, чтобы к ней ничего не прилипало. Затем мы проверяем, нагрелось ли масло. Для этого часть нашей рыбной массы надо бросить в масло, и если оно зашипит и поднимется, значит масло нагрелось и можно закладывать. Итак, первый способ – это когда мы делаем шарики. Амук шариками самый простой. То есть вы берете часть массы в руку и надавливаете, и будет выходить такой почти ровный шарик. Поверьте мне, что каждый раз, когда вы будете надавливать, у вас будет выходить практически точно такое же количество, и шарики получатся практически одинаковые. И мы сразу же закладываем их в кипящее масло. Масло мы поддерживаем одной и той же температуры, как только оно нагрелось. И в процессе жарки можно несколько раз переворачивать амук с одной на другую сторону, в зависимости от того, какая глубина у вас той посуды, в которой вы готовите. И как только вы достигаете такого золотисто-коричневого оттенка, не нужно, чтобы он был уж очень темный, то тогда ваше блюдо готово, амук готов, и можно его вынимать. Для этого заранее подготовьте либо блюдо, либо сито, которое сверху накрыто кухонным бумажным полотенцем, и на него закладывайте. Полотенце впитает лишнее масло. Для второго способа нужно намазать доску растительным маслом, и затем закладываем рыбную массу, либо 1 столовую ложку для маленьких палочек, либо 2 столовые ложки для более крупных палочек. Я сейчас положила 2 столовые ложки, но советую поначалу лучше брать 1 столовую ложку, чтобы палочки у вас были не очень большие и 100% прожарились внутри. Затем, когда подноровитесь, можете и толстые палочки делать. И затем, вот так вот разровняв массу ножом, мы начинаем ее ножом, который тоже надо смазать растительным маслом, чтобы к нему ничего не прилипало, вот так вот эту рыбную массу закручивать. Выравниваем форму палочки и затем помогаем себе ложкой так вот подвинуть палочку на нож, и затем с ножа аккуратно снять и положить уже в кипящее масло. И жарим так же, как и в прошлый раз. Итак, посмотрим еще раз. Закладываем массу на доску, смазанную растительным маслом, разравниваем эту массу ножом, выравниваем ее стороны, чтобы получить ровную палочку. И затем начинаем ножом закручивать палочку. Так вот в одну сторону, как бы вовнутрь самой себя. И затем, получив палочку, мы выравниваем ее края, помогаем себе ложкой, подбираем ее на нож и затем аккуратно закладываем, снимая с ножа кипящее масло. И жарим точно так же, как мы жарили шарики. Можно несколько раз переворачивать или просто пожарить с одной стороны, потом перевернуть на другую, все зависит от глубины посуды. И когда амук покрылся золотистой корочкой, то мы опять же выкладываем на подготовленное кухонное полотенце в 1 слой или 2, чтобы впитать излишки растительного масла. Когда приноровитесь, это все будет казаться уже не так уж и сложно. Когда наберетесь опыта, можно жарить сразу по многу вместе. И вуаля, вот что мы получаем. Вообще амук известен тем, что он относится к разновидностям уличной еды в Корее. И когда вы туда поедете, особенно в Пусан, вы встретите очень много разных его видов и форм. Например, палочки, которые мы с вами сегодня делали, шарики, а также чаще всего вы можете увидеть амук такой плоский в виде плоской палочки, но такой дома сделать достаточно трудно. И что можно, собственно говоря, с ним делать? Ну, очень вкусно есть его с кетчупом и с майонезом.
А вообще вы можете использовать его совершенно по-разному для приготовления очень многих других блюд. Вы можете заворачивать его в кимпап, вы можете с ним приготовить суп, амукгук. Можно приготовить с ним еще одно очень интересное блюдо амукбаккам, которое мы и будем готовить в следующий раз в следующем видео. Не пропустите. Из того амука, что мы сегодня сделали. И можно просто есть его как закуску. Вот таким вот, например, образом, насадив его на палочку, и также окунуть в кетчуп, майонез и наслаждайтесь вашей едой. Надеюсь, вам было интересно. Приятного вам аппетита! Лайкайте, подписывайтесь и не пропустите следующее видео.